Так, еще раз добрый день. Начинаем сегодняшний вебинар как продолжение той темы, которую мы уже освещали. Это тема, как люди с этим Бионетом взаимодействуют, чтобы вы могли активно в этом участвовать. Обмениваться творческими проектами в этой сети, если у кого-то появляются какие-то творческие мысли, чувства и желания, этим можно делиться, находить себе единомышленников и всем вместе решать какие-то вопросы, если они решаемы всем вместе. Но я думаю, у нас потихоньку аудитория будет расширяться, и мы постепенно больше будем. И не забывайте, что если вы присоединяетесь к нашей сети Бионета, что вы там можете тоже активно себя проявить, присоединить других людей, которые тоже могут подключиться к структуре Бионета, скачать антивирус оттуда. Поэтому давайте дружить. То есть это такая сеть дружбы. Когда-то был такой проект, Дом дружбы назывался. То есть это когда люди приходят и все вместе чего-то делают в доме, да, то есть вот человек самому бывает сложно дом построить, да, то есть что-то сделать в этом доме. А когда все объединяются, это, оказывается, легко, непринужденно. И то, что там, допустим, человек годами будет делать, а все вместе собрались, раз, два и сделали. Вот. Это как бы вот отголоски того проекта. Это как бы, с одной стороны, это, с другой стороны, это отголоски некого будущего, к которому постепенно люди придут, и с тем, чтобы они могли друг другу помогать, а не разъединять друг друга. Да? То есть, и не такая же, опять же, идея, что когда мы такую сеть формируем, то каждое звено может быть слабеньким звеном, но сеть в целом может быть представлять очень большую силу для того, чтобы каждый стал тоже сильным, как эта сеть. Он вроде самый слабый, но в то же время из-за того, что он может в этой сети, световой сети существовать, она его делает сильным. Причем я как бы тут хотел такой момент обратить внимание, что это не эгрегор, как бы, о котором многие говорят. Потому что здесь мы не говорим, что мы создаем связь как бы друг с другом. Да? То есть мы говорим, что мы создаем условия для связи через вот эту вот Бионет-сеть. То есть есть связи высшего плана, к которым мы все подключены. Но вот структура Бионет, к которой вы присоединяетесь, она усиливает вот эти вертикальные связи и создает условия для того, чтобы мы могли через вот эти вертикальные связи друг с другом соединяться. Не напрямую, как бы, да, вот здесь в материальном мире мы где-то далеко, у нас есть границы, нам долго-долго добираться друг для друга. Вот. А чтобы мы могли там создать условия для того, чтобы вот через вот этот Бионет мы могли образовать вот некую такую устойчивое многообразие, которое, в общем-то говоря, в конечном итоге так или иначе проявится на этой земле. Потому что просто под это все уже создано, уже Творцом все создано, уже как бы разработаны все алгоритмы, все структуры существуют. Важно только начать ими пользоваться. То есть как бы вот удивительно, что столько лет люди пытаются развиваться, но каждый как бы тянет в свою сторону, а не понимает, что вот есть возможность вот, все включить, и оно будет работать. Поэтому вот наша технология — это попытка активировать в людях вот те их естественные способности к творчеству, к счастью, к той радости, которую они могут всегда испытывать, к тому празднику, который они могут себе сделать сами, не дожидаясь, пока кто-то им этот праздник организует. Поэтому я говорю, это отличается от того, что существует, когда эгрегорные связи говорят. То есть эгрегорные связи — это связи, да, тоже информационные, но они как бы формируются здесь, в этой реальности, как энергоинформационные связи. А здесь мы имеем в виду структуры, которые над этой реальностью существуют, которая создана Творцом, но которую надо просто начать применять. Потому что ради этого нас, вообще-то говоря, и сделали. Ну, как это мое мнение. Ну, я не знаю, может быть, оно у вас другое, но я лично вот высказываю свое мнение, что мы здесь вот для того, чтобы чего-то такое сотворить, и чтобы всем от этого стало хорошо. Да, я думаю, что... Ну, причем, как бы, важно понять, что мы должны это делать, не напрягаясь. Как бы мы не то, что там берем лопату и теперь что-то где-то глубоко копаем от забора до обеда. То есть мы пытаемся вот создать условия для проявления каждого в наилучших условиях для него. Через свет, через световые связи. И чем интенсивнее мы их будем нарабатывать, тем легче же нам самим в этой жизни жить и выживать. Есть ли срок действия светлицы? А вот вопрос.
В виде карточек, которые сделаны, у них срока действия нет. У них они как бы не имеют ограничений. Но пока целая, пока не развалилась. Если сломать ее, там развалится, значит перестанет работать. Понятно, что раз это какой-то пластик, он имеет какой-то срок годности. Значит, но вот эти файлы, которые мы делаем со структурами, да, то есть которые, они имеют срок ограничен, поэтому если вы там зайдете, вы можете увидеть, что можно подключить те или иные структуры светличные. То есть они там по 1000 рублей каждая, да, то есть, ну, какие-то там есть дороже, потому что там благо Gold, благо Silver, они дороже стоят. Но в целом, мы так сейчас усреднили, там, 1000 рублей, или это 15 евро, если вы будете оплачивать через PayPal. Там есть возможность оплатить эту структуру. Там можно на месяц, можно на 2, можно на 3. То есть выбираете количество месяцев и можете эти структуры себе скачать. Они тоже в виде каких-то цветочков вам придут, но это будут уже другие структуры. Ими также можно пользоваться, как обычными светлицами. Распечатали небольшим форматом, заламинировали, то есть и с собой носите там. Зато есть возможность распечатать сколько угодно этих экземпляров. Вот, пошли в фотоателье и наделали этих копий. И всю семью обеспечили, друзей и знакомых. Но есть ограничения, да, по срокам. Максимум через 3 месяца вам надо будет получать следующую структуру и делать то же самое. Опять распечатывать, опять ее носить с собой. Вот структура Bionet, она сейчас транслируется непосредственно на человека через идентификатор. Вы можете поиграть, включить, подсоединить эту структуру, отсоединить структуру, посмотрели, как есть, что-то меняется, может ничего не почувствовать, ну, не обязательно может быть что-то чувствоваться сразу, потому что Bionet-связи, они как бы постепенно разворачиваются, постепенно настраиваются, постепенно усиливаются, и есть люди, которым достаточно долго надо, чтобы вот эта какая-то настройка произошла, есть кто-то быстро перестраивается, поэтому тут и эффекты на самом деле, может быть, не столь там, допустим, явные, как когда вы пользуетесь вот этими карточками. То есть мы видим, что вот я Мак испытаний показывал, что там достаточно существенно, это там в течение суток-двое большие изменения происходят в структуре там, крови, допустим, у тех же животных там какие-то изменения происходят. Вот мы на растениях пробовали, растения начинают лучше расти, автомобили меньше гадят, в атмосферу выбрасывают, там, телефоны меньше излучают, но не из-за того, что мы как-то с этим боремся, да, то есть, а из-за того, что связи налаживаются, все начинает быть согласовано, то есть более согласовано. Иначе теперь никаких абсолютно вопросов, никаких проблем не будет существовать. Ну, жизнь такая сложная штука, она нам все время будет подкидывать задачки, мы порешали с уровня задачки, нам новые будет жизнь подсовывать, чтобы мы на них могли потренироваться и куда-то еще вырасти дальше вот в своих творческих каких-то процессах. Поэтому это беззаботная жизнь, но у нас заботы такие интересные становятся, как бы световые. То есть если мы на них выходим, да, то есть там тоже свои заботы. Озабоченность, как бы, как этого света сделать побольше. Как превратить себя в биолазер, например. Да, то есть как свой жидкий, вот этот жидкий кристалл свой световой, его вычистить так, чтобы он по характеристикам начал соответствовать тем задачам, которые у вас есть. Ну, это мы потом об этом будем разговаривать на других вебинарах, семинарах. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.